Hello everyone, my name is Alex. Всем привет, с вами я, Алекс. И сегодняшняя тема видео — это неприятная история. Так как это вторая часть этого видео, я говорю про 5, 6, 7 истории. Первую часть вы можете посмотреть по подсказке. Также я вам бы посоветовала поставить лайк, подписаться на мой канал, может даже оставить комментарий, мне будет очень приятно, но это не обязательно. Не буду долго затягивать, приятного просмотра. Также она бывало мне писала не спросить там, как у меня дела, нет, она просто спрашивала, что задали. Я даже не помню, писала она мне привет или нет, просто сообщение привет, что задали. И все. Это были единственные сообщения или слова, которые я от нее получала. Она даже, в принципе, не здоровалась со мной, хотя я, по сути, ничего не сделала, я просто продолжала с ней общение. Конечно, в нашей дружбе мы прерывали какое-то время общения, просто потому что мы, бывали, не сходились характерами или ссорились. Даже помню, как один раз Лиля на меня обиделась и прям вот хотела разорвать с нами дружбу, просто потому что я ей не отвечала. И самое смешное, что она обиделась мне из-за того, что я ей не отвечала в ВК, когда она мне звонила. Якобы потому, что я была в сети. В ВК есть такая штука, что когда ты звонишь человеку, то тот человек, который тебе не отвечает, он сразу же появляется онлайне. То есть будто бы он в сети. В общем, она мне действительно очень сильно тогда потрепала нервы. Я прям отчетливо это помню за то, что я ей не отвечала, хотя я ей говорила то, что я не была в онлайне. Чтобы вы понимали, мой телефон был на зарядке в моей комнате. Вот моя комната. А я была на лоджии, которая вот так находится. То есть моя комната, тут коридор, тут еще одна комната и вот лоджия. То есть я вообще находилась на другом конце квартиры. Я думала вообще о своих мыслях, и я вообще не знала, что она мне звонила. Я общалась тогда со своей крысой. Ее там гладила, успокаивалась как-то, в общем, созицировала. А тут я узнаю, что, оказывается, она меня потеряла, и какая я плохая подруга за то, что я ей не отвечаю, так как я в онлайне. Самое забавное это то, что когда-то она мне тоже, через там неделю или месяц, она мне тоже как-то не ответила, и мне ВК тоже показал, что она в онлайне. Я ей тоже пишу то, что как так, ты в онлайне, ты мне не отвечаешь. Обратка, ответка. И она мне говорит, ну нет, я не была в онлайне, я теперь поняла, что тогда я на тебя зря сказала. Вот. То, что это ВК шалит, а не сам человек. Пятая история будет также связана с Лилей. В 9 классе, когда мы уже получили свои аттестаты, она поехала в другой город, в колледж. А я осталась в своем городе и продолжала учиться в 10-11 классе. В этот момент я вижу, что она мне добавляется в ВК в друзья обратно. Хотя до этого она мне их удалила из друзей. Вот. У меня была закрыта также страничка. В общем, она мне удаляет из ВК. Потом в какой-то момент я вижу, что она мне, наоборот, заявку кидает в друзья. Я ее вроде бы не принимаю. Я просто спрашиваю, привет, ты что-то хотела? И она мне пишет, что привет, вот я хотела спросить, что там, как ты, как дела, в общем, что как. Я там ей сухо отвечаю, то что, ну, вот так, нормально в целом. Она мне там что-то отвечает, и я просто приняла заявку. И на протяжении, наверное, года, может быть, 2, она мне бывало что-то писала, типа, привет, как ты, как дела, что делаешь, как чувствуешь себя. Я там тоже ей спрашивала ответное. И совсем недавно она мне перестала писать, наконец-то. Она, думаю, наверное, поняла, что я не особо желаю как бы общаться. Потому что в тот момент, когда я приняла заявку, я, правда, грустила по нашей дружбе, потому что она длилась почти 5 лет. А тут меня резко оставили одной. У меня просто нету друзей в городе и по сей день. В общем, мне немножко было одиноко, грустно, и я
решила продолжать чуть-чуть общение. Ну, когда она написала. Конечно, я помню, вроде бы я тоже один раз ей писала, спрашивала. Потому что я узнала от своей мамы, что она делала операцию по удалению аппендикса. Вот. И я у нее спрашивала, что как, нормально все. Она еще тогда вернулась в город и поступила в другой колледж, уже в нашем городе. А учебу в Краснодаре она не потянула. Ну, так получается. Получается, 6-я история. Она будет связана также с моей дружбой, где я, грубо говоря, тоже осталась третьей лишней. Это произошло год назад. Я в молодежном центре «Спектр» я познакомилась с девочкой, и у нас очень быстро развилось общение. В сообщениях мы были как-то не особо общительны, мы просто общались именно в жизни. И прям вот каждый день мы прям были вместе. Вот. Мы даже бывали, просто ходили куда-то гулять. В основном мы, конечно, были в «Спектре», но мы как бы ходили, выходили, там гуляли, все дела. Все как положено друзьям. Я даже была у нее как-то дома, в общем, ЛПшки стали. И у нас молодежный центр думал такую штуку, как почему бы не потанцевать, устроить какой-то флешмоб в городе и просто записать видео для контента. Мы согласились, некоторые девочки, там не было мальчиков. Да, моя подружка, назовем ее Даша, почему нет. Так вот, Даша, она тоже согласилась, и мы вместе ходили на репетиции танца, снимались, в общем, все было хорошо. И в какой-то момент я заболела, у меня прям была температура, это было перед моим днем рождения, в общем, я заболела, у меня была температура, насморк, кашель, в общем, все что угодно, как любой болеющий человек, я страдала тогда. Но моя болезнь продлилась не так долго, вроде недельку, в общем, нормально. И у нас была репетиция краски танца, и я решила не написать в общую группу, что я приду, а написать лично той девочке, которая сказала, что мы проводим репетицию, и там отпишите, кто будет. Я ей написала, что привет, я приду. Я просто не хочу писать в общую группу, хочу сделать Даше сюрприз. Я прихожу заблаговременно, за минут 20-30 до начала, и жду ее. Вот уже наступает время, когда должны все прийти. Ждем еще некоторых людей, все люди приходят, кроме нее. Мы ждем, и тут она, ну, мы уже кто-то из них там позвонил, спросил, что как, где ты вообще, будешь, нет? Она говорит, что сейчас мы подходим, мы быстро. Ну, мы и мы. Думаю, ну, ладно. В итоге она опаздывает, я не знаю, сколько она там опоздала, честно, не помню. И она поднимается со своей подружкой какой-то, не знаю, что за девочка. Получается, я подошла ближе всего к ней, к лестнице приходит, и я стою ближе прям вообще к ней. Она со всеми здоровается, она, получается, говорит всем привет, это я там чуть опоздала, извините. Она проходит мимо меня, обнимается со всеми, чуть не целуется с ними деснами. В общем, обнимается, целуется, вообще замечательно. Она, получается, делает такой-то круг, а я передвинулась тоже к ней поближе. Я просто стою к ней вот, и вот жду, вот, что она скажет мне, потому что я не говорила, что я приду, я нервничала, я, в общем, была очень... ожидала эту встречу. Вот, я была прям полна ожиданий, я вот на нее вот так смотрю и думаю, что ты мне скажешь. Она ко мне, она видит, что я осталась только, и она такая, привет, и уходит. Я просто смотрю на нее вслед, как она уходит. Мы сейчас уже начинаем репетицию, я просто, у меня мир вот так вот просто по кусочкам рушится, и я не понимаю, что не так. В итоге я познакомилась с ее подружкой, как бы, да, с которой девочка, она пришла. И я потом, через время, мы с ней там общаемся, и через время я узнаю, я просто ей рассказываю эту всю ситуацию, то, что
вот мне было вообще очень неприятно, вот не знаю, что не так случайно. И она говорит, да, знаю, просто она мне говорила, что, в общем, если честно быть, то ей, в общем, некомфортно с тобой. Вот. Поэтому она вот так вот поступила. И я думаю, вау, как классно. Вместо того, чтобы написать мне как-то, не знаю, просто это сказать, то, что, слушай, вот мы что-то, наверное, много общались, прям вот виделись каждый день. Видимо, я слишком устала от себя, ну, такое бывает. И, в общем, мне что-то перестало быть комфортно, в общем, давай чуть-чуть прекратим общение, может, и вообще прекратим. Я думаю, вот если бы мне такое написали, я бы сказала, ну, бывает, ладно, хорошо. А тут я получаю ситуацию, в которой я вся вот в ожиданиях, вся вот трепещу от встречи, а тут меня игнорируют, и вообще, в общем, мне было очень обидно, прям вообще кошмар. Вторая история, или 7-я, я сбилась немножко, извиняюсь. Эта история будет связана также с ней. У нас был в тот день пробник. У меня по обществу, а у мальчика из моего класса, назовем его Дима. Он писал вроде бы математику, да, ну он профиль сдал, в общем. Мы после пробника мы решили чуть прогуляться, и мы просто пошли в парк рядом со школой нашей. И с ним долго общались, и в какой-то момент я устала сидеть, и я просто встала. Ну, стою, мы общаемся, продолжаем общаться, и тут я вижу Дашу. Она подходит к нам и говорит, ой, привет, что вы тут стоите? И она обнимается с Димой, моим другом, и лезет ко мне обниматься. Представляете, ко мне. Я на нее смотрю, я уже говорила в видео знакомстве, что когда мне человек становится неприятен, мое лицо, оно как бы дает о себе знать. И я очень сильно уверена в том, что и по сей день, когда я вижу Дашу, то мое лицо настолько сильно искривляется, что можно будет понять просто по моему лицу, что что нам вообще неприятно, просто до дрожи. Я не могу. Вот, мне просто очень неприятно, действительно, эта вся ситуация. И если она вдруг посмотрит это видео, я скажу тебе, надо было раньше думать все. Вот. В общем, она лезет ко мне обниматься, а я, понятное дело, мне вообще некомфортно. И я вроде бы скривила лицо, я даже попытаюсь показать. Вот примерно такое лицо я делаю, когда мне неприятно. Вот. И даже когда я ее вижу, я и по сей день скривляюсь, боже. Мне просто смешно с того, что я кривлюсь. Она меня обнимает, а я стою просто истуканом. Стою, просто вот камнем стою. И она меня обнимает, и вот так на меня смотрит тоже. Ну, типа, она не поняла, почему я так стою. Хотя, казалось бы, умеешь думать, подумай, как говорится. Если есть мозг, ха-ха. Может, за свою какую-то токсичность, просто, вот, знаете, немножко накипела вот вся вот эта ситуация. Думаю, что вот эта моя дружба научила меня не звать людей, которые вот только к тебе пришли, называть прям вот все, сразу, ты мой лучший друг, все. Нет, так, к сожалению, не работает. Надо трепетно относиться к чувствам. Ну, в плане, надо выбирать своих друзей, надо подходить к этому с умом, и даже то, что ты говоришь, нужно фильтровать. Именно поэтому теперь у меня одни только вокруг меня знакомые, а каких-то прям вот друзей я не могу назвать из своего города, прям, ну, просто знакомые. Конечно, я могу чем-то поделиться там, я уверена, что они тоже со мной могут поделиться, и вообще без слов. Ну, я как бы вообще без проблем. Я знаю, что просто есть люди, которые смотрят видео, как раз мои знакомые. Вот если вы хотите что-то рассказать, пожалуйста, скажите, я вас успокою, можете поплакаться в мое плечо, все нормально. Если я с вами общаюсь, значит, вы мне достаточно приятны,
но просто нам нужно больше каких-то встреч, больше общения для того, чтобы я вас уже начала считать своим другом. Помнила о том, что такая, как тоже отлитвение, Аня, которая подружка Лили. Помните, я рассказывала про военную? Так вот, я училась, что под конец 9 класса она, залетела, по-другому я не могу сказать. Она просто залетела от этого военного и родила мальчика. Вот сейчас она ходит с колясочкой, с ребеночком своим. Вот. Кстати, я помню, как недавно я общалась со своей одноклассницей, она и сейчас моя одноклассница, уже бывшая. В общем, она из одной школы пришла вместе со мной в другую школу. И, в общем, мы тоже обсуждали вот эту ситуацию, и мы говорим то, что, девочка, Аня, она достаточно такая, симпатичная, вроде и чем-то увлекается, что-то вот есть. Вот. Как по мне, рождение ребенка в таком раннем возрасте 16 лет, это ты уже только вот заканчиваешь школу, а тут сразу же у тебя ребенок. Зачем? Я не понимаю. Как бы тебе делать нечего или что? Я понимаю, конечно, что это ее выбор, все дела, я не осуждаю ничего, ни в коем случае. Я просто рассказываю свое мнение по поводу того, что рождение ребенка в таком столь раннем возрасте, как по мне, это большая глупость. Я решила закончить на такой вот, как по мне, достаточно грустной истории, но такое как бы случается в жизни, да. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вы поставили лайк, подписались на мой канал и оставили комментарий. Это не обязательно, мне будет очень приятно. Спасибо еще раз, что смотрели это видео. С вами была я, Алекс. Всем пока.